Всем привет из солнечной Испании. Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы уже скоро улетаем из Испании в Германию. И для этого мы вернулись в Малагу. А тут такое, друзья, здесь какой-то карнавал. Мы сходу попали в какой-то хаос и яркие краски. На этот раз мы сняли квартиру прямо в центре города, рядом с этой улицей, сами того не ожидая. Друзья, и сразу погрузились в атмосферу карнавала. Я позже узнаю, чему посвящен этот карнавал, что здесь на самом деле происходит. Но люди, вижу, ходят разодетые, какие-то выступления. Здесь, вот видите, бабушки на сцене поют песни испанские. В общем, весело. Главное не потеряться. Как обычно это бывает, мы приехали в 12 часов дня, а заселение в 4 часа дня. Поэтому мы оставили в квартире свои чемоданы, взяли ключи, познакомились с хозяином, очень интересный человек, много слишком говорил на английском. Хозяин посоветовал нам ресторан, где хорошие цены и хорошая еда, чтобы мы не переплачивали. Мы сейчас идем туда есть на ланч. Вау, смотри, какие женщины. Я так понимаю, это испанские национальные одежды. В общем, я в растерянности, Лада тоже. Мы такие голодные сейчас. Идем в ресторан и походу сразу же офигеваем от этой красочной церемонии, я не знаю, как это назвать, просто от толпы и от этой ситуации. Если я правильно понимаю, то в основном здесь танцы, испанские танцы. Все, я чуть не потерялся с этими бабушками разодетыми. Выпустил Ладу из виду. Иду за какой-то женщиной в желтом платье. А смотрю, а это не Лада. Фух, мы вырвались из этой людной улицы. Движемся в сторону моря. Там есть какой-то ресторанчик. Хозяин нашей квартиры посоветовал нам вот это кафе, которое называется Ла Марина. Куда-то сюда нужно заходить. Рестораты. Вот вход. Ла Марина называется. За время отпуска мы не часто обедали в ресторанах, потому что мы все время арендуем жилье, где есть кухня, где можно приготовить самим. Мы покупали в магазинах еду и ходили готовили. Несколько раз были в ресторанах всего лишь. И вот в этот раз тоже собираемся что-то заказать. Ты смотрела уже меню? Я сейчас переведу, что? Ясно, да. В этом ресторанчике есть меню, которое за 17 евро. То есть можно из списка выбрать 3 блюда. 3, правильно, да? И это будет стоить 17 евро. Вот. Ну здесь то же самое. Или можно по обычному меню, там есть другое меню с ценами. Можно заказать отдельно какие-то блюда. Мы заказали отдельно.
Лада пробует новый алкогольный напиток, который называется Tinto Verano. Это вино, газировка, фрукты и лед. А, это коктейль, да? Очень интересно на вкус, как компот, немножко алкоголя, и там лимончик, еще немного. И какой-то такой вкус. Итак, смотрите, что нам принесли. Название не помню, но здесь рыба. Это капуста, по всей видимости. Тут сибаст называется, да. Помидорчик вижу, кукурузка, морковка, еще какая-то рыба, короче, лимон. Это какое-то на вид очень вкусное блюдо. И что еще? Нам принесли салат под названием Малага, также называется как город. И нам принесли еще 2 супа. Мне томатный суп принесли, а Ладе суп чесночный какой-то. А чесночный суп выглядит как молоко. А, это бургер? Что мы с тобой, Виталик, Это бургер? не умеем выбирать блюда. Посмотри, люди как едят, там супчик. Да, да. Как-то мы слабовато. Ничего себе, какой кусок мяса, Дина. Ты одолеешь это? Стейк, короче, с этим. Классно. В общем, Бургер это типа ну да, оно называется бургер, поэтому мы думали, что это будет, как обычно, такая булка и с прослоечкой, да? Мясо и кетчуп и все. Да. А здесь совсем другое. Короче, Кетчуп. под одним и тем же словом разные вещи. это суп, Да. чесночный суп с яблоком. Он сладкий? Он чесночный, соленый и есть яблоко. Невкусный? Интересно, я еще не... Какая-то фигня, да? Ну, это вкуснее. Если будет невкусно, съешь вот этот. Лада говорит, что этот суп холодный у нее. Вкусный, нормальный, да? Пробовала, да, хороший. Я сейчас вот это вот попробую. Это выглядит как-то устрашающе. Смотри, какое оно оранжевое. Знаешь, суп-паста. Это попробуй. Это тоже почти паста. Это как околошка. Окрошка, да? Чесночный, да. Вообще, в нашем представлении суп – это горячее блюдо с картошкой, там, с какими-то, а это совсем... В нашем представлении это не суп. Должен вам сказать, что сегодняшний поход в ресторан – это печальный опыт. Мы заказали блюда, о которых ничего не знали, кроме названий. Мы ориентировались на слова суп, салат, а это все вообще не соответствует действительности. То есть нам принесли какие-то 2 супа, которые на самом деле не супы, принесли салат, который на самом деле вообще никакой не салат, это картошка с консервой, причем из холодильника, вчерашняя наверняка. И все это стоило дорого, получается. Мы съели только 1 суп из 2, и салат этот тоже поковыряли чуть-чуть, ничего не съели. И что хорошего оказалось, это классическая вещь, это пиво, хорошая вещь. И коктейль, Напиток, да. коктейль, который Лада заказала, тоже ей понравился. В принципе, можно было заказать 1 суп и вот эти вот 2 напитка, и мы бы наелись. Это то, что мы реально съели, друзья. И мы заплатили за это все 29 евро 75 центов. А могли бы заплатить на 15, на 17 евро меньше. Представляете, в половину меньше могли бы заплатить. Мы немножко расстроились. Ну, Все-таки для короче, нас это не маленький. смотрите, это эксперименты. Кто бы мог знать, со всеми может случиться. Но если вы будете в Малаге, то мы вас предупреждаем. Изучайте блюда, что они собой представляют, до того, как их заказывать. Друзья, представьте кошмар. Мы живем вот в этом дворе. Вот прямо там, где эти танцы.
Как ты думаешь, мы вечером сможем здесь уснуть, когда будет такой шум? Это квартира, не про сон. А мы живем вот прямо в этом доме. Посмотрите, друзья. Вот в этом доме, где-то на 6-м этаже. Сейчас будет 4 часа, уже без 15. Мы пойдем туда и покажем вам квартиру. Всегда в жизни что-то бывает впервые. В таком бардаке я еще не жил никогда. Слышите, какой шум, кач. Все здесь. Разве здесь можно жить? Вот прямо в этом подъезде мы с Ладой и поселились. Вот здесь замок, сейчас мы откроем. У нас есть ключ. Так. Как-то тут надо подергать, посмыкать, сказал он. О! И провернуть. О! Смотрите, открылась. Надеюсь, за дверью будет тише немножко. Фух, немножко тише. Заходим в подъезд. И здесь лифт. Это же Испания, друзья. И здесь все такое странное. Вот посмотрите, какой лифт. Дверь открывается, открывается. Так, 6-й этаж. Так, ну тут, по крайней мере, еще есть задвижная дверь. А в Польше вообще просто закрывалась и все. Я уже не могу. Мы за эти 2 часа, пока мы ждали квартиру, ходили, выбирали сувениры, мы вообще выдохлись. Жарко, толпа людей, все кричат, все шумят. Фух, сейчас отдохнем, по крайней мере, надеюсь. Так, вот такая лестница. Можно, в принципе, было пешком подняться. Какая же квартира? Видите, квартиры, да. А вот это наша, да. И здесь, видите, здесь ручка с кодом. Нажимаешь код, Влада нажимает, я не показываю всем, чтобы не открыли. И ключик в конце. Вот эту кнопочку еще нажимаешь. Все, теперь поворачиваешь. Вот, поворачиваешь. Вот, мы открыли. У нас это получилось. Это был квест. Здесь прохладно, друзья. Здесь работают кондиционеры. Здесь Пока. все, это чисто. Заходим, сразу диван в прихожей. Бойлер. Свет надо как-то включить. А нет, это в шкафу. Ну ладно, разберемся. Ну что, давайте посмотрим на квартиру, потому что мы сами ее еще не видели. Так, из коридора Неожиданно в коридоре появляются две кровати, да? У меня Это, такое подозрение, что мы тут будем спать. да, скорее всего, это наши 2 кровати с Ладой в проходной комнате. Ну не страшно, не страшно. Окно просто для света, потому что там, я понимаю, ничего такого особо не видно. Здание, да? Это кухня, да? Да. Вот небольшая кухонька. Посуда вся здесь и даже стиральная машинка. Стиральная машинка, это очень хорошо. Так, небольшая плита, 2 микроволновки, кастрюльки, вилки, ложки. Что тут? А, есть тостерница. Чуть-чуть открылась. Смотрите, здесь просто двор колодец. Ничего особенного здесь не увидишь. А, так это просто тоннель какой-то. Сюда выходят эти окна. Здесь, конечно. А здесь тоже открывается, но здесь крыша. Вот так вот в Испании, видите, это обратная сторона тех красивых улиц, по которым мы сейчас ходили. Идем в спальню. Вау, тут 2-этажная кровать одна. Здесь пионерский лагерь. Пионерский лагерь. Пожалуйста, зеркало. 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек в этой комнате. А там тоже есть, да? Да. Ух ты, здесь вообще большая кровать. Ну супер, супер. Есть Мы можем кондиционер. поместиться здесь все, но мы, скорее всего, лучше будем в коридоре. Так, и душевая. Еще одна стиральная машина. Да, 2 стиральные. Или это сушка, что ли? Это, наверное, сушечная машина, серьезно, да, это не стиралка. Да, это Это сушилка. сушка, да. Фены есть, туалетная бумага.
Но в принципе все есть. Конечно, после прошлой квартиры это С видом, с террасы, то это как бы с немножко огромными спальнями. простовато, но эта квартира, она в самом центре, на карнавале. Кстати, здесь тихо, ты слышишь, наши окна да. не выходят на эту улицу. Прям. Возможно, мы поспимся. А это оказалось не шкаф совсем, это оказался еще один санузел. Он раскладывает? Бомба! Санузел с душевой, с небольшой зашторкой. Просто класс. Чуть не забыл, самый интересный момент, сколько стоит аренда такой квартиры. 150 евро в день. На пятерых. Ну, Я не знаю, мне кажется, даже вот на всю толпу, которая сюда зайдет, а сюда может поместиться раз, два и там 5-7 человек, то и на 7 возможно будет 150. там 6 человек. 6, 7, 8 человек. 8 человек можно здесь. А если на этом диване положить А кого-то? вот еще можно А, раскладывать. Тут вообще 9 или 10 человек можно Квартира поместить. на 10 человек 150 евро. По 15 евро в день, Да? если в десятером. Да. Ну, Шикарно. 15 евро это один супчик в ресторане, друзья. Вот, ну, все, короче, познается в сравнении, все очень относительно. А мы здесь, в общем-то, на одну ночь всего. Завтра у нас уже самолет в Германию. Nuane foda kudus nganga ai kauda ashute kauda nana Abawashi daya mama ai nganga dai wa tashkinga Nuane foda kudus nganga ai kauda ashute kauda nana Что здесь творится? Пока нас не было на улице, здесь что-то случилось. Кажется, здесь какой-то концерт сейчас. Мы уходим, это какой-то рок-н-ролл. Очень шумно, очень много людей. И еще мы опасаемся за наши сумки. Selfie. А, селфи? Yeah, me. Селфи, а потом будет деньги просить. Смотри, полиция какая. Сейчас мы в самом центре Малаги. Вот виден кафедральный собор. Это все очень узнаваемые места. Если вы посмотрите про Малагу какие-либо видео или фотографии, то вы вот это можете сразу здесь увидеть. Мы нашли какой-то магазинчик, в котором продается что-то похожее на сувениры. Бижутерия всякая. О, Лада уже нашла веер. Кстати, хороший подарок кому-то, да? Рогатки продаются, друзья. Рогатки, это ж надо. Не пойму почем. Рогатки с надписью Малага. Лада сказала, веер стоит 10 евро. Есть магнитики всякие. Вот даже не знаю, что нужно купить. Сейчас будем думать. Нам понравилась такая вот тарелочка, мы ее купили. Это будет один из подарочков. Может быть, что-то попадется еще. Заворачивай. Смотри, как красиво, да? Посмотрите, какие порталы у этой церкви.
С этой стороны она выглядит так величественно и сильно отличается от немецких церквей. Вот немецкие церкви, они как-то готические, и они очень острые какие-то. Такие у них все время какие-нибудь много мелких деталей, которые торчат. А здесь как бы немножко мягче и немножко разноцветней. Очень интересно. Не знаю, насколько древняя эта церковь, но она мне понравилась. Да вообще площадь такая вот красочная, яркий дом вот этот стоит, фонтан здесь. И все в ресторанчиках, все сплошь. Сейчас происходит карнавал. Я все еще никак не могу понять, в честь чего. Но, в общем... Дня Киева. День города, Да, что ли? Да, только у них здесь неделя целая. Целую неделю длится День города. Ну, классно. Если веселиться, так уже ж не один день. Мы с Ладой сейчас идем и чувствуем себя, как будто мы во дворце. Какая-то в этом есть пышность, помпезность, такое величество во всем. Откупает вот эта вот плиточка, которая вот на земле лежит, такая блестит, чистая. Очень уютно. Архитектура праздничная такая, дворцовая, да? Настроение такое южное-южное. Люди расслабленные, все улыбчивые. И людей много. В отличие от Германии, может быть, в больших городах Германии тоже много, но обычно в городках совсем не людно, а здесь просто толпы. Люди сюда стекаются, потому что здесь особая атмосфера, и потому что здесь море, друзья, из-за моря, в общем-то. Очередной магазинчик с сувенирами. Прикольные шарики всякие продаются. Можешь шарик такой купить? Почем? По 3,50. Вееры продаются. Кстати, мы тут видим многих людей, которые ходят с веерами. По 2 евро такие вееры. Всякая посуда с символикой. Это бутылочки, да. Вряд ли это термосы. Это плитка, кстати. Реально здесь керамика продается. Я думаю, неплохим подарком может быть брелок для ключей. Кстати, с символикой Малаги. Выбери какой-то красивый. Слушайте, ну мы нашли прикольный такой брелок для ключей. Это как будто крышка из-под пива, и при этом это открывашка для пива. Можно с собой носить, и еще это Малага написано. На память. На память другу, который любит пивко. Это супер. Красиво, да? Ходила бы ты в таких платьях? Нет? Смотрите, какая узкая улочка. Как они так строили? Здесь вряд ли проедет какая-нибудь машина. А мы, в свою очередь, купили небольшую сумочку. Смотрите, какая она маленькая, но если ее раскрыть, она будет полноценная пляжная сумочка с надписью «Малага». Вау, смотри. Я думаю, это очень практичная, удобная вещь. Она ее быстро стирать, она быстро сохнет. Лада теперь как испанка с веером. Но этот веер мы купили для мамы. Тут куда ни пойди, попадешь на какую-нибудь тусовку. Сейчас опять мы попали. Здесь не пройти. Что-то происходит. Что происходит, непонятно. О, музыка. Танцуют.
Зачем они так строили, да? Вдвоем уже тесно. И это не тупиковая улочка, это можно пройти и выйти. Здесь двери есть солидные, окна в принципе. Посмотри, это кто-то стирал. Мгм. Что это? Это и пахнет порошком. Слушай, мне кажется, Испания это какая-то такая Африка в Европе. Вполне возможно, да. Нам было просто любопытно зайти в такую узкую улочку и посмотреть, чем она кончится. Неужели тупиком? Нет. Смотрите, мы выходим. Конечно, мы сейчас заблудимся, потому что мы уже не понимаем, куда мы идем. Но не важно. Пахнет порошком. Что это? 5 минут от нашей квартиры, и мы вышли на пляж в Малаге. Как я и говорил, здесь ровные, длинные песчаные пляжи. Кое-где они заняты вот такими стационарными зонтиками. И здесь больше всего народу, потому что здесь рядом ресторанчики, магазинчики. А чуть дальше можно пройти под собственными какими-то зонтиками полежать или вообще без зонтиков. Шезлонги здесь сдаются на прокат. Но мы так и не выяснили с Ладой, сколько они стоят. А, вот же написано, смотри. 18 евро на целый день. 2 шезлонга и 1 umbrella это зон. Ага, 18 евро. Вот, наконец, вода. Смотрите, мы пришли. Вода чистая. Берег песчаный. Красиво. Хорошие пляжи в Малаге. Спокойные. Много людей, правда, сидят в воде. Ну, жара. Что поделать. Moon in the sky. I'm looking at the moon in the sky. It shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind. I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night goes on forever. When I'm losing track of time. Where are you now? За время нашего путешествия по Испании мы побывали в нескольких местах. В Малаге, в Нерхе, рядом с Нерхой. И сейчас вернулись в Малагу опять. И мы теперь видим разницу. Я вам скажу, когда ходишь по Малаге, то часто попадаются неприятные запахи. Встречаются. Я не знаю почему. Либо, может, где-то мусор гниет, на солнце раскаляется. Может, какие-то деревья излучают такой запах. Но в каких-то переулках, вот особенно когда фестиваль, в центре города, иногда явно там просто написали. Это, ну, однозначно запах выдает здесь присутствие туалета. Иногда даже там, по-моему, как-то пытаются смыть. Иногда не только запах, но и, по-моему, еще ничего не высохло. А, да. Это именно то место, где все заходят пописать. И это в самом центре. В самом центре, возле собора, смотрите. Собор. За угол заворачиваешь, и здесь все описано. И тут даже до сих пор лужи стоят. Но я думаю, это просто мыли, наверное. Вот в Нерхе такого нету. Я вам скажу, мы в Нерхе нормально с запахами ничего такого неприятного не ощущали. Поэтому вообще, я вам скажу, даже насчет пляжей. Если вы хотите по-настоящему отдохнуть, ну, насладиться морем, так сказать, курортом, то, конечно же, лучше не в Малаге это делать, а в Нерхе. Если вам, конечно, хочется тусовки какой-то, вот фестиваля, еще чего-то такого вот феерического, да, то,
конечно, приезжайте в Малагу. Здесь есть и где полазить. Видите, какие красивые места. Здесь Альказаба, вот этот впереди видно, находится старинный замок. Здесь парки есть, фонтаны. И фестиваль, если вы попадете, конечно, на фестиваль, весело, танцы, музыка, всякое такое. Если вам нужно это, то, конечно, приезжайте в Малагу. Смотрите, это туалет на улице, в центре города, в Малаге. Цена не написана, я подозреваю, что это бесплатный туалет. Ну-ка, я открою. Открыто, да. Так, туалет бесплатный. Захожу. Так. Запашок есть. Железный унитаз. Рукомойник. Нарисовано, нужно подставлять руку. Вот так, наверное. Блин, я или тупой, или... О, потекла. Нужно понять, куда нажимать. Зеркальце. И что еще? Запах, конечно, есть. Смывается это вот так, да? Фу! Ужас. Открывается вот так. Зайти не выйти. Да. Я слышал такие истории, когда люди не знали, как выйти из этого туалета. Честно говоря, там пахнет не очень. То есть это на улице не очень пахнет, я представляю. Там слабый напор смыва, поэтому в унитазе много чего остается. Извините за подробности, но та же площадь спустя пару часов. Тот же угол. Кажется, нам здесь не пройти. Мы с Ладой собрались идти в Альказабу, но не можем выйти из старого города, потому что везде какие-то концерты. Всюду народ, толпится, не пройти вообще, сцены стоят. Вот вам и фестиваль. Вот она, крепость. Здесь платный вход, но мы пока не знаем, сколько стоит. Сейчас зайдем, все узнаем, все расскажем. Вау, а вот человек покрашенный в краску. Он уже, по-моему, полинял немного. Отработал день, теперь вытирается. Здесь где-то нужно заплатить за вход. Кстати, работает до 8 часов вечера. Смотри, 3,50 евро написано, 5,50. А здесь Альказаба плюс еще какой-то 5,50. Может, нам больше? Мы купили себе 2 билета. Вот на одной бумажке написано 2 билета стоили 11 евро. То есть это значит, что по 5,50 мы могли бы зайти и по 3,50 сюда, но там дополнительно еще мы захотели посмотреть другую крепость. Это выше, и там, говорят, более потрясающие виды. Да, крепость Гибралтара. Поэтому мы
полную цену оплатили и будем теперь бродить здесь, рассматривать все, что можно посмотреть. В этой крепости явно не только воевали, но и жили. Этот внутренний дворик говорит о том, что здесь отдыхали люди. С таким балконом, с таким видом, смотри, терраса. А вот уже знакомые места. Мы уже там походили везде. А Аль-Казаба, получается, был дворец вообще. Это как бы не военное сооружение, но тоже с крепкими стенами. Смотрите, вот это, наверное, вот вход в дворец Аль-Казабы. Вот тут жил мавританский шейх, я не знаю, как назывались, цари мавританские. А представьте жить вот на такой высоте, в таком дворце, и где это только ваше, все только ваше. Тут, кстати, низкий такой парапет, мне по колено всего лишь. И такая огромная высота. Здесь как бы даже страшно находиться. Скажи, здесь страшно? Да. Ну, красиво. Знаешь, я тебя не обрадую сейчас, но чтобы попасть туда, Я уже поняла. нам нужно спуститься вниз и пройти вот эту вот серпантинную дорогу, вот туда наверх. Короче, нас тут немножко наломали с этой Аль-Казабой. Мы дошли. Видны знамена. Посмотрите, как мы идем. На нас уже лица нет. Ладно, ты жива? Ты жива? Зачем? Пусть тебя все пожалеют. Это 31. А, полчаса у нас еще, да? Слушайте, мы пришли, а у нас еще полчаса или нет? Все уже? 7:15. Все, не пускают. Подожди, там с 9 до 8. До 8, да, но видишь, вход 7:15, последний человек. А ну? Perché non sapevamo cosa fare, se metterla Все, уже не пускают. Все, не пускают. Обидно. Лада говорит ура, потому что она не хочет лазить по вот этим вот лестницам. Ну, в принципе, друзья, там так, просто стены. Я думаю, ничего там особенного нету. Такой же вид, я думаю, не хуже, чем здесь. А сюда, оказывается, можно было на машине подъехать. 8 вечера в Малаге. Наш отпуск в Испании подошел к концу. Всем желаем, друзья, таких же прекрасных моментов, которые мы здесь пережили. Всем моря, счастья, мира и всего. Да, и любви обязательно. Встретимся в следующем видео уже в Германии. Всем пока.